Всем привет! А сегодня у нас с вами посадочка вот этой красавицы орхидеи Charmer. Ну что будет происходить, вы сейчас увидите. Вначале я вам покажу, какой состав грунта будет использоваться в посадку для этой орхидеи. Компоненты, в принципе, все стандартные, но с недавнего времени я начала использовать кое-какую изюминку. Вот, пожалуйста, что это за изюминка? Опад сосновый, который я собираю под сосновыми деревьями. Очень часто сейчас задаются вопросы, для чего. Обязательно поясню. Ну что, поехали знакомиться с компонентами грунта. Для посадки этой орхидеи я беру горшок Лея, интерьерный горшочек с автополивом. Но сейчас я в данном случае хочу его дополнить. Именно эти горшки я всегда дополняю фитилем. Для чего? Все сейчас услышите и увидите. Из чего делаю фитиль? Это бельевая веревка синтетическая. Хлопок использовать можно, но помните, что хлопок очень быстро в условиях постоянной повышенной влажности он теряет свои свойства и, как ткань, распадается. И его не найти уже в посадках. Поэтому синтетическая веревка бельевая покупается в любом хозяйственном магазине. Объем внешнего горшка 2 литра, внутренний я не мерила, но девчонки и мужчины, вероятно, где-то 1,6 либо 1,5 литра. Фитилек, смотрите, я всегда делаю вот так вот, завязываю кончики, чтобы он не бахромился. Вот, завязала. Немаленький фитиль, смотрите, уровень фитиля у меня вот так обычно касается дна внешнего горшка. Вот так, все. Почему в эти горшки фитиль добавляю? Потому что здесь расстояние очень большое между двумя донцами горшочков, и поэтому для того, чтобы у меня верхний уровень посадки не пересыхал, я добавляю в посадку всегда фитилек. Именно в эти горшки. Далее. У меня сегодня для опрыскивания корневой системы воздушной будет состав чистой воды с соком алоэ. На пол-литра воды я взяла 2,5 мл сока алоэ из аптеки. Дальше. У меня идет чуть-чуть ее коры из ее прежней посадки. Это тот минимум, который возможно было взять, потому что именно вот эта кора сохранила очень хорошие свои свойства. Она не ломается, она плотная, она твердая, как камни вообще прям. Поэтому я ее возьму для повторения микрофлоры. Керамзит из ее посадки весь выбрала. Новая кора, невлагоемкая, рыжая. И кора орхиата фракции 18-25 вперемешку. Обязательно мох в верхний уровень, для того, чтобы у меня верх посадки не пересыхал. Кокосовое волокно на дренажный слой, для того, чтобы сделать прекрасный аэрируемый слой в варианте кокосовой перины, и туда прекрасно будут вырастать корни орхидеи с перестраховкой, собственно, этих корней на пропадание. То есть вообще зачетная штука. Так мне понравилось. И, кстати, очень многие, кто добавляет сейчас в посадки на дренажный слой кокосовое волокно, сейчас мне все пишут: Ирина, результаты просто умопомрачительные. Поэтому, если есть возможность и желание попробовать, по крайней мере, если правильно все будете делать, поливы последующие, да, все получится. И, собственно, сама орхидея, воздушную корневую систему, которой я сейчас опрыскиваю рабочим составом сока алоэ. Вот, смотрите, вся воздушка опрыскивается для чего? Для того, чтобы вот эти вот посеребренные верхние корни, которые никогда не росли в условиях грунта, чтобы они немножко стали эластичными, для того, чтобы я смогла с ними работать. Они становятся податливыми, более-менее мягенькими такими, для того, чтобы уложить все, что есть на поверхности, в посадку. Увлажненную корневую систему вот таким образом я оставляю минут на 15-20, для того, чтобы вода впиталась в веломен корневой системы. На дно керамзит. Держу фитиль вот так. Потом можно будет его подвытянуть, либо подопустить.
Керамзит, ну где-то 2 слоя получается. Вот видите. Далее на керамзит увлажненное кокосовое волокно, вода с соком алоэ. Делаю хаос полный вот из этого слоя, вот так, шариком таким. И держу фитиль, располагаю туда кокосовое волокно. Вот что у меня получается. Фитилек подвытягиваем, не забываем. Кокосовое волокно очень лежит разрозненно, то есть нет плотности, не надо, не набивайте. Корешочки, они разместятся туда, они немножко придавят. Естественно, кора придавит, грунт, все это будет работать, ну, упрессовывая кокосовое волокно, поэтому не давите, когда располагаете. На кокосовое волокно я беру самые крупные куски коры, вот сюда, буквально в середину, вот так раскладываю. Самые-самые крупные, вот эта кора, которая пока не влагоемкая. Чуть-чуть. Ну все, вот посмотрите, позеленились верхние корни. И сейчас мы будем пытаться все это дело усадить в этот горшочек. Вы мне скажете опять: Ирина, маленький горшок. Девчонки, мужчины, не сажайте растения в большие горшки. Вы уже должны были к этому привыкнуть. Смотрите, совершенно небольшой горшок, потому что здесь половина горшка сейчас занимает грунт. Потенциал, куда выращивать корневую систему орхидеи, он просто шикарен. Я вот так аккуратненько, смотрите, вот как располагается кора крупная. По краю я кору не располагала, только в серединку. Я начинаю потихонечку вот так вкручивать орхидею. Так, заправляю туда все. Заправляю корневую аккуратно. Вот смотрите, что я сейчас буду делать. Я сейчас аккуратненько наклоняю орхидейку. Сейчас мы все вот эти вот корни непослушные пытаемся сюда усадить, усмирить. Какие-то корешочки уже были вот потреснуты. Это уже совершенно не опасно, потому что все надломы, вот видите, вот они видны, они все сухие. Вот они. Это когда-то, ну, у сестры, наверное, там корни цепляются друг от друга, да. Иногда мы ухаживаем за растениями, пытаемся помыть им листочки. Давайте. Вот эти никак. Слушайте, ну, не буду отключать камеру, наблюдайте, что я делаю. Мне самой интересно, как я с этим справлюсь. Аккуратно наклоняем орхидейку, выравниваем ее. Вся воздушка уходит в посадочку. Сильно я упираться не буду. Те корни, которые... Вот этот корень точно у меня в посадку не пойдет, потому что он над листом. Вот этот лист я убирать не буду. Орхидейка готовится к цветению. Сейчас я лишние какие-то листики, как мне кажется, лишними, да, я не буду их убирать. Давайте вот так, чтобы вам получше было видно. И сейчас аккуратненько вкручиваю орхидею. Она прям заходит. Вот, видите? Все. Это все, что нужно было сделать для этой орхидейки. Вот. Сейчас я вам с этой стороны покажу. Мы тоже сюда корешочки размещаем, продолжаем вкручивать. Она очень хорошо заходит, немножко смещается. Почему смещается? Относительно центра. Потому что здесь корни, вот они, видите, такие, здесь их мало, они не длинные, они очень хорошо сюда кладутся, располагаются. А вот здесь вот эта воздушная корневая, она распирает, она сейчас распирает, как бы смещая растение сюда, в другую сторону, к другой стороне горшка. Ну, это совершенно нормальная история. Вот посмотрите, орхидея готова к посадке. Вот видите, уровень горшка и уровень шеи, все норма. Даже зеленая часть шеи, она даже ниже находится над уровнем горшка. Сейчас я посмотрю, когда буду досыпать грунт. Я посмотрю, может быть, у меня получится немножко, если будет необходимо, приподниму. Буду смотреть. Смотрите, что я делаю. Я так часто делаю. Я запускаю руку в посадку и как бы пальцами немножко корневую в разные стороны развожу. Вот, чтобы мне ее не треснуть. Аккуратненько. Чуть-чуть разводим. И вот так вот
присаживаем орхидеюшку. Все, теперь у нас получается, смотрите, корни находятся именно около стенок горшка. Горшок, к сожалению, зеленоватый, матовый. Но вы знаете, у меня обалденно растут растения вот в таких горшках на фитиле. Просто шикарно. О, про фитиль главное не забыть, вспомнила. Я сейчас постараюсь... Так, куда-то я кисточку делаю. Смотрите, я беру чуть-чуть фитилек, поднимаю вот сюда повыше, верхний уровень. Сюда. И так вот, подсыпая кору сюда вот, в середину, я буду немножко распределять фитилек, поднимая его кверху. Вот сюда вот, вы его видите, вот он. Так, можно как-нибудь на корешок его накинуть. Так, очень хорошо. Смотрите, вот здесь будет у меня в середине фитилек, да, в середине объема получается. А по бокам, вот здесь вот, где-то в 1/3 горшочка, с верхнего уровня я устелю мох. Ну, вы сейчас все увидите. И фитилек будет внутри увлажнять посадку, а мох снаружи. Это как раз именно то, что я хочу дать в посадку этой орхидейки. На дно я беру невлагоемкую крупную кору, которая вот у меня здесь на поверхности. Туда, на донышко. В середину стараюсь заложить крупные кусочки коры. Да, в принципе, знаете, тут и орхиата 18-25, поэтому она тоже замечательная. Тут особо и выбирать не стоит. Индивидуально, конечно, я делаю вот такую прокладку туда коры под основание, тем более вы понимаете прекрасно, что я там удалила часть шейки, и мне сейчас нужно положить самую крупную кору туда, под шейку, и самую-самую сухую. Эта кора у меня никогда не увлажнится. Поливы у меня, вы знаете, какие. Сразу могу сказать, пока вот я это делаю, поясню, что первый полив этой орхидейки, так как корневая система взрослая, которая была в посадке, она увлажнена. Но я ее увлажнила в результате того, что опрыскивала и поверхностную корневую систему. Поверхностная тоже, смотрите, зелененькая, хорошенькая. Для того, чтобы мне немножко, знаете, сохранить корневую систему, которая в результате того, что мы размещаем орхидею в посадку, могла получить какие-то микротрещинки, микроповреждения, я вот, как правило, сутки после пересадки в сухую кору орхидейки стараюсь не поливать. Ну, только сутки. Потом, какой способ полива? Здесь очень много воздушных корней пошло в посадку, поэтому первый полив у меня через сутки будет полноценным опрыскиванием. Просто полноценным. Я защищаю шею и опрыскиваю орхидейку. Вероятно, я ее опрыскаю с каким-нибудь стимулятором. С тем же, например, соком алоэ. Можно взять живо, можно взять стимул, можно взять янтарин с цирконом. Это прекрасно. Но только опрыскиваю, потому что мне сейчас необходимо приучить воздушную корневую систему находиться и работать. Самое главное, работать в посадке у наших орхидеюшек. Переворачиваем и работаем с этой стороной. Вот это споробактерин, немножко беленький. Туда же, под основание растения, около шейки, крупные кусочки коры, невлагоемкой. Добавляю ее кору из ее прежней посадки вот сюда, по контуру. Она влажненькая, потому что я опрыскала перед извлечением орхидеи все. Вот сюда по краешкам. Крупные кусочки, смотрите какие. Ну, я их сейчас вот расположу вот здесь. Вот так. И здесь. Вот так. Крупный кусочек даст всю ту флору, повторит. Быстро она образуется, флора посадки, когда ну хотя бы чуть-чуть коры старой добавим. Сразу давайте повторю, что это совсем не тот период, в котором нужно пересаживать орхидеи именно таким методом. Я очень часто
вам отвечаю в ваших комментариях, когда отвечаю на них. У меня спрашивают: Ирина, растение дала цветонос 1-2, ну что делать? Горшок маленький, вовремя не пересадили, нужно пересадить. Можно ли это вообще сделать? Вы знаете, какой у меня бывает ответ? Я вам рассказываю всегда и показываю на канале, что иногда я свои орхидейки, которые вступили в период цветения, то есть формирование цветоноса, это уже период цветения, начальный. Вот, я вам говорю, что пересаживаю я такие растения. Если вот я не успела вовремя это сделать, орхидея дала цветонос, но только методом перевалки. Метод перевалки, когда мы достаем растение, сохраняем весь объем корней, грунта, что сыпалось, то сыпалось. Просто ставим вот так вот, трынк, в другой горшок, досыпали новой коры, все, забыли. Орхидея вообще не получает стресса. Она не замечает этой пересадки вообще никогда. Сколько я пересаживала орхидей с растущими цветоносами на начальном уровне, вы просто не представляете. Но метод пересадки таких растений, которые с цветоносами, перевалка. Это важно. Вот так я заполнила горшочек грунтом. Совершенно не до конца. Что я дальше делаю? Я беру сосновый опад. Буквально щепотка. Здесь чуть-чуть. И здесь чуть-чуть. Теперь поясняю, для чего я его добавляю. Сосновый опад – это плодородный слой, очень плодородный слой. Его настолько мало, что он не навредит, но дополнительный источник питания растению даст. Второе, для чего его добавляю. Он препятствует проплесневанию коры в посадке новой. Если у вас нет соснового опада, помните, у меня было видео, я вам говорила, девчонки, щепотку торфа, помните, пробовали? Обалденный эффект. Щепотку торфа по поверхности посадки. Втрясли вот так, чуть-чуть, все. У вас не даст посадка переплесневания. Проверено уже, ну, не на одной своей орхидейке. Этот способ мне подсказали девчонки. Когда вот, допустим, начинаешь рассуждать по поводу того, что да, кора, она иногда начинает переплесневать в посадках, но этот процесс можно выровнять с помощью биофунгицидов, либо просто, если это переплесневание правильной флорой, бывает, что триходерма начинает расти, или фитоспорин, бывает такое, кора, она из лесу, знаете, она может быть покрыта разными грибками, в том числе и положительными. Но вот чтобы этого эффекта не было, да, чтобы мы не думали, ай, что это растет, и за голову хватаемся. Чуть-чуть торфа присыпать, буквально щепотку с одной стороны, щепотку с другой. Либо вот, пожалуйста, сосновый опад. Собираю под старыми сосновыми деревьями. Вот так вот свежие иголки разгребаю, и все. И вот у меня вот такой вот, смотрите, это вот иголочки, которые, вот смотрите, они уже получили естественный процесс перегнивания. Они мягенькие, не колючие. Смотрите, вот она у меня прям в руках вот вся разваливается. Никак я его не обрабатывала. Тоже вопросы. Ирина, как вы его обрабатывали? Никак, я его просушила конкретно. На солнце он у меня пропарился в закрытом коробе. Там температура была очень высокая. Там, если что-то и было живое, уже ничего там не осталось. Я имею в виду жучки-паучки. Даже клещики какие-нибудь. Я так думаю, что ничего там нет. Вот, потому что я прям поставила на солнце в закрытом коробе. Он был горячий, стоял на солнце. Так, ну что, теперь сюда. Прям сегодня у меня я поясняю, потому что столько у меня вопросов бывает после пересадок или, допустим, после каких-то видео, где что-то люди недопоняли. Поэтому я вот, вспоминая и пересаживая, я вам все стараюсь объяснить. Вот смотрите, у меня получается... Вот мох заходит сюда, не на поверхность, нет. Он у меня заходит вот сюда, вот уровень, вот здесь. Потому что сейчас на поверхность я сюда устелю кору. С одной стороны положила, теперь с другой. Вот вы все видите. Чуть-чуть сюда островками, вот сюда. Не совсем в край, а сюда, между коринок тоже прокладываю, чтобы держать влажность верхнего уровня. Не бойтесь, когда растение находится на фитиле, фитиль много воды не даст.
Он доведет воду, вот вы видели, где он у меня остался фитилек, вот здесь, в половине горшочка, он сюда доведет водичку, а здесь сохранять влажность верхнего уровня будет мох. Он не сильно будет сохранять, но какое-то время будет сохранять. Очень хорошо это все работает. Знаете, вот кто-то мне говорит: Ирина, у вас сложные посадки, там много компонентов. Вы знаете, вот реально, девчонки, вот поверьте мне, это не от лукавого. Я пробовала разные посадки, но так как у меня много орхидей, я вынуждена находить способы, которые приводят к минимизации моего ухода. И для того, чтобы мне, вот понимаете, не сильно часто поливать растения, я вынуждена придумывать именно те способы, которые позволят мне, но не превратить свою жизнь в полный просто, понимаете, какое-то посвящение орхидеям. У меня тоже есть личная жизнь, у меня есть семья, вот, которой мне тоже нужно уделять внимание. Ну а как без этого? Есть работа, все есть, не переживайте. Так, ну что, вот вы видите, а теперь у нас финишный слой. Сейчас я выберу кору помельче. Ну, она такая, знаете, средняя, помельче, вот, вот так. Заполняем полностью до верхнего уровня, накрываем мох. Поэтому я думаю, вы тоже за то, чтобы действительно, посадив растение, оно без вашего внимания прекрасно росло и существовало. Ну как существовало? Существовало в полном смысле этого слова. Жило. Вот. Поэтому у меня много компонентов куплено, ЦА, флора, я часто, бывает, добавляю в посадку. Ну а что тут особого? Аэрируемый слой я совершенно недавно стала добавлять в виде кокосового волокна. Вы видите, какие шикарные результаты. Вот видите, фитилек чуть-чуть спрятался. Вот так чуть-чуть подтянули его, все. Вот этот вот фитилек уже, он кладется на дно вот этого горшочка и поднимает воду как положено. Так, ну я так думаю, что у меня обязательно будут люди, которые меня попросят показать полив. Я, вы знаете, в этом просто уверена, потому что вот эти горшочки, тем более на фитиле, не совсем понятно, как поливать. Давайте так, вот первые два полива, я вам сказала, они у меня будут полноценным опрыскиванием по поверхности со стеканием воды сюда вот на дно горшка. Только фитилек будет касаться этой водички стекшей. Дно горшочка внутреннего не будет касаться этой воды. Так. Потом уже первые два полива, ну сколько, в течение 2 недель у меня, наверное, будут именно методом опрыскивания. Может быть, 3 первых полива. Я буду смотреть, как будет реагировать корневая система, которая, конечно, не очень хорошо видна, но она видна. Вот посмотрите, сейчас я вам покручу и покажу. Все тут читаемо. Перламутровый горшок, конечно, но все читаемо, все видно. Особенно просто камера сейчас вот вам так показывает. Если на свет повернуть корни, их прекрасно видно. Вот, поэтому я буду видеть и по листьям, как будут листья реагировать на пересадку, и по цветоносу я буду видеть, уж поверьте мне. Вот, и потом уже, ну что я обычно делаю? Я вам покажу, как через 2 недели будет выглядеть эта посадка, и потом я уже вам покажу тот полив, который возможен для этой орхидейки после первых 2 полноценных опрыскиваний. Давайте так договоримся. Еще вопрос. Ирина, плесень на коре орхиате. Девчонки, это не плесень, я умоляю, уже много раз вам рассказывала. Это доломит. Это вот, смотрите, доломитовая мука. Ее специально добавляю для того, чтобы в условиях перфорированных пакетов, она фасуется по 35 литров, чтобы кора эта хорошо лежала. Доломит, он убирает кислотность, понимаете, этой коры. И тогда флора при достаточно хорошем правильном хранении орхиаты на складах, патогенная флора не растет на коре. Только для этого вот обрабатывается эта кора, понимаете? Очень часто пугаются, многие мне пишут: Ирина, как же так, пришла вся белая какая-то. Фотографии присылаете, а я смотрю, а там доломит реально. Бывает иногда при нарушении условий хранения любой коры, вот любой, если во влажных условиях. Мне приходила однажды кора, знаете, она воняла просто грибками подвальными. Но я там делала что? Я ее промывала под горячей водой,
Вот, где-то вода, ну, из крана самая горячая, которая идет. Я промывала и потом в микроволновке эту кору 3 минуты прогревала. И тогда эта кора стала хорошо пахнуть после того, как она высохла. Ну и все, в такую кору я пересаживаю уже орхидеюшки. Без всяких там этих разных дополнительных обработок. Ну все, отлично, я балдею. Если честно, это все то, что я хотела сегодня получить. Чуть-чуть я еще опадика возьму, буквально вот я не знаю, вот так, и протрясу. Много коры новой, поэтому не одну щепоточку, а 1,5 щепоточки у меня получится. Вот так. Он, видите, настолько мелкая фракция, она вот буквально туда проваливается. Вот, и девчонки мне писали, как это круто, когда опад добавляется. Ирина, вы не представляете. Я это уже заметила. Великое просто вам спасибо и низкий поклон. Именно тем девчонкам, которые, ну, рассказывают, ну и мужчины тоже мне пишут свои какие-то методики работы. Знаете, я просто благодарна всем людям, которые с удовольствием рассказывают свои какие-то наработки, прекрасные способы работы с орхидеями. И я с удовольствием, конечно, согласование тех людей, которые мне рассказывают про них, я спрашиваю, можно ли на канале рассказать. Мне, естественно, дают добро, и я вам все показываю. И непременно говорю о том, что вот этот способ подсказал мне, допустим, определенный человек. Называю имя, если тоже мне разрешат это сделать. Все, вот, красота необыкновенная. Значит так, давайте договоримся. Очень многие сейчас, знаете, вот приходят зрители на канал и постоянно мне слишком длинные видео. Ирина, хочется посмотреть, но нет возможности. Девчонки, ну давайте так рассуждать. Если я буду молча пересаживать растения или где-то одну фразу скажу там в течение минуты, вы не получите той информации объемной, которой я всегда вам рассказываю, когда пересаживаю орхидеи. Я вспоминаю очень много вопросов в этот момент. И я всегда заостряю ваше внимание, объясняя то или иное. Вот. Если вы хотите действительно научиться правильно пересаживать растения, ухаживать за ними, нужно вдумчиво и, конечно, с умом подходить к разным методикам, способам работы. Людей много, методик много. Я вам показываю именно то, что использую я. И рассказываю вам об особенностях содержания растений в моих домашних условиях. Какая температура, какое освещение, какая влажность, какие посадки хорошие, какие не очень. Все на канале вы видите. И я очень-очень этому рада. Сегодня я заканчиваю свое видео. У меня на этом все. Желаю вам здоровья, благополучия, великих, прекрасных, шикарных, результативных пересадок. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Ну и всем пока-пока и до новых встреч!